Чем пахнет на планетах Солнечной системы? Вы когда-нибудь задумывались, чем пахнет на разных планетах Солнечной системы? Конечно, понюхать все равно не получится, ведь на них не обойтись без надежного скафандра и запаса кислорода. Но примерно оценить можно. Состав планет мы можем изучить с помощью методов спектрального анализа, ведь каждое вещество оставляет в излучении свой след. Поэтому можем представить, какой запах царит в атмосферах каждой из планет. На Венере с ее переизбытком сероводорода стоит ожидать резкого запаха тухлых яиц. На Марсе, как ни странно, тоже, хотя запах будет очень слабым из-за разреженной атмосферы. Дышать там нельзя, но если бы человек вдруг и смог, вряд ли бы он почувствовал этот запах. С Юпитером ситуация сложнее. Юпитер состоит из нескольких слоев с немного разными запахами. Во внешних слоях много аммиака, поэтому они пахнут наподобие средства для мытья окон. Внутренние слои пахнут горьким миндалем из-за содержания в них цианида водорода. Сатурн, Уран и Нептун подобны Юпитеру. Здесь преимущественно аммиак. Меркурий атмосферы не имеет из-за близости к Солнцу. Оттуда солнечным ветром снесло все молекулы. А вот с Луной интереснее. Это единственная планета, которую удалось понюхать. Астронавт Аполлона-17 Юджин Сернан вспоминает, что ему удалось понюхать лунную пыль, образцы которой они занесли внутрь космического корабля. И лунная пыль, по его словам, пахнет отработанным порохом, как будто сразу после выстрела. Как ни странно, состав лунной пыли абсолютно не похож на порох. В основном это диоксид кремния. Здесь есть железо, кальций и магний. Современный бездымный порох на основе нитрата целлюлозы ничего общего с составом лунной пыли не имеет. Как вспоминают астронавты, лунная пыль была невероятно липкой, прилипала к ботинкам, перчаткам и другим открытым поверхностям.